Приветствую, друзья! Рад видеть вас на своем канале. И с сегодняшним видео я хотел бы закрыть тему пожара в зоне отчуждения. Я хотел бы это сделать потому, что просто надоело. Надоело, скажем так, не знаю, надоело издеваться над трупом, что ли. По-другому не скажешь. Я думаю, что всеми все уже понято. Да, мы многое потеряли. Да, мы потеряли интересные локации, но жизнь продолжается. И не надо надеяться на то, что все-таки все изменится к лучшему. Сегодня не будет никаких новых локаций. Сегодня мы просто посмотрим на то, как изменилась зона отчуждения за последний месяц и 1 неделю после пожара. Я буду показывать вам видео, которое я снимал с автомобиля. То есть камера была закреплена на машине. Просто будем ехать. Буду показывать вам фотографии, как это выглядело во время пожара или после пожара. Просто для того, чтобы вы видели, насколько природа может бороться с последствиями такой катастрофы, такой трагедии. Забегая вперед, скажу, что новостей, как бы скажем так, 50 на 50. Трава поднялась практически везде, то есть смогла пробиться сквозь гарь, и даже с дрона, когда смотришь, оно действительно выглядит в большинстве своем уже зелено, то есть вот зеленая подстилка. Есть места, где еще осталась гарь, да, я не знаю, почему там трава не растет, но такие места действительно есть. Но в большинстве своем трава уже пробивается, и все выглядит очень красиво и зелено. Касательно лиственных деревьев то же самое. Лиственные деревья на удивление пережили пожар и достаточно быстро отошли. То есть, когда едешь вдоль лиственного леса, например, вот на выезде из Чернобыля или по дороге на КПП Лилёв, там, где горело просто с двух сторон. Сейчас, если не всматриваться, вы даже не увидите следов пожара. Мы чуть дальше, когда будем ехать, когда я буду показывать видео вот именно с тех мест, вы поймете, о чем я говорю. А вот касательно хвойных деревьев, там беда. И беда там приблизительно следующего содержания. Елочки, которые вот совсем молоденькие, там до 3-4 метров ростом, они не ожили. И самое обидное то, что они с практически 100% вероятностью уже и не оживут. Касательно же вот именно леса, соснового, высоких деревьев, они тоже остались вот в том же состоянии, как были после пожара. То есть фактически рыжий лес 2, только не такой радиоактивный. Но касательно этих деревьев все-таки надежда есть на то, что они смогут ожить и не превратятся в полный сухостой, то есть не уйдут под вырубку, смогут ожить. Но это может произойти не завтра и не через неделю, и даже не через месяц. Я думаю, что если будет меняться к лучшему эта ситуация, это произойдет как минимум к осени, а то и в следующем году. То есть не раньше. Я не думаю, что раньше мы сможем увидеть какие-то результаты, какие-то изменения вот в этом, именно вот в сосновом большом лесу. И оно на самом деле смотрится достаточно так тоскливо, печально и грустно. Когда ты едешь, смотришь, вот зеленая трава, вы увидите, я покажу это. Зеленая трава, и тут местами просто стоят эти рыжие елки. Ну, конечно, просто жесть. До боли обидно на все это смотреть, но блин, ну что поделаешь. Как-то так. В общем, вот, немножко сумбурно я высказал то, что хотел сказать. Я думаю, что хватит смотреть на мою разговаривающую физиономию. Давайте поедем и просто посмотрим, что здесь было и что стало. И как оно все поменялось.
выезжаем из Чернобыля. И вот здесь, если присмотреться справа, еще можно увидеть следы пожара. Огонь подходил к городу вплотную. Более того, в самом городе даже подгорела пара зданий. Сейчас это выглядит все практически нетронутым, хотя всего месяц назад это выглядело вот так. Здесь вправо уходит дорога на Парашев, и за этим перекрестком горело уже с двух сторон, начиная отсюда, из-за КПП Лилев в сторону 10-километровой зоны. Здесь огонь подходил с левой стороны по ходу движения, перекинулся через дорогу и ушел вправо в сторону села. Кстати, видео из села Лилев есть у меня на канале, можете посмотреть. А вот на этой фото видно, как село горело. Так вот, когда я эту фотку увидел, я вообще очень сильно удивился, что мне было что снимать в самом селе. Проезжаем КПП Лилев, и здесь просто без комментариев. Чтобы вы понимали, КПП было эвакуировано во время пожара, потому что дышать здесь и находиться здесь было невозможно. И с другой стороны, опять же, лиственный лес, который практически полностью восстановился после огня. Хотя вот уже сейчас по обочинам дороги видно рыжее вкрапление в зелень. Это хвойные. Те самые хвойные, которые, скорее всего, пожар уже не переживут. Здесь это не так явно, однако мы сейчас проедем чуть дальше, и вы поймете, что я имею в виду. И вот оно, то самое место, о котором я вам говорил. Вот здесь слева очень хорошо видно тот самый молоденький ельник, который уже 100% пожар не переживет. Хотя на самом деле это место выглядит еще достаточно хорошо, учитывая, что месяц назад оно выглядело вот так. Сейчас мы подъезжаем к повороту на дугу, за ним мы остановимся и запустим дрона, посмотрим на эти места сверху. Я не могу ехать дальше, потому что буквально через 300 метров начинается уже бесполетная зона. Дрона там запускать я не имею права, поэтому мы остановимся на границе, взлетим и посмотрим, что происходит вокруг. Итак, вот мы в воздухе, и я думаю, что говорить много здесь не придется. Это дорога на Чернобыль, собственно, откуда мы сейчас приехали. Тот самый лес, который, я очень надеюсь, все-таки сможет ожить. И дуга. Сейчас сделаю стоп-кадр и покажу несколько фотографий. Вот эта фотография сделана мной буквально через 2 недели после пожаров, когда я первый раз заехал в зону. Я долго пытался найти хоть какое-то изменение, хоть где-то добавленную зеленую точку, хоть где-то одно ожившее дерево, но так и не нашел. А вот это дуга, когда она горела. И здесь говорить и комментировать что-то, да просто нечего. Ну и напоследок, друзья, давайте осмотримся вокруг и будем на этом прощаться. Дело в том, что были планы после этой локации еще поснимать в Припяти, однако уже после выяснилось, что Украэрорух подкинул бесполетных зон и там, и оказалось уже после съемок, что я там не летал и я там ничего не снимал. Я думаю, что в следующий раз я исправлюсь, смогу взлететь там, где это разрешено, и поснимать, сделать несколько кадров из Припяти, но уже в следующий раз.
спасибо, что смотрели, друзья. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол. Увидимся. Пока.